Собор Святого Михаила и Святой Гудулы, обычно сокращенно называемый местными жителями до Святой Гудулы, является средневековым католическим собором в центре Брюсселя, Бельгия. Он посвящен Святому Михаилу и Святой Гудуле, покровителям города Брюсселя, и считается одним из лучших образцов брабантской готической архитектуры. Строительство романской церкви началось в XI веке, заменив более раннюю часовню, и была в основном завершена в ее нынешнем готическом виде к XVI веку, хотя ее интерьер часто изменялся в последующие века. Здание включает в себя позднеготические и барочные часовни, в то время как ее неоготические декоративные элементы, включая некоторые из ее витражей в проходах, датируются реставрационными работами в XIX веке. Святой Гудула также выделяется своими музыкальными компонентами, в частности, ее двумя органами и ее огромными церковными колоколами. Комплекс был признан историческим памятником в 1936 году. Церковь была повышена до статуса собора в 1962 году и с тех пор является сокафедрой Михеленско-Брюссельской архиепархии вместе с собором святого Рамбольда в Михелене. Как национальная церковь Бельгии и официальная резиденция примаса Бельгии, она часто принимает королевские свадьбы, государственные похороны и другие официальные церемонии, такие как Тейдеум в День независимости Бельгии. С середины XX века, после строительства соединения Север-Юг, церковь Святой Гудулы находится на Парвис Саинта-Гудуле, большой площади к востоку от бульвара императрицы Кайзерин-Лан. Этот район обслуживается железнодорожной станцией Брюссель-Центральный, а также станцией метро «Парк» на линиях 1 и 5 брюссельского метрополитена. Происхождение собора неясно, но историки сходятся во мнении, что еще в IX веке на его месте, вероятно, стояла часовня, посвященная Святому Михаилу, в самом важном месте Брюсселя того времени, перекрестке двух основных торговых путей, первого, соединяющего графство Фландрию и Кельн, и другого между Антверпеном и Монсом, тогда Францией. Эти перекрестки находились на холме Трейренберг, где стояли ворота Святой Гудулы, встроенные в первые городские стены, и которые позже использовались как зловеще известная тюрьма, отсюда и ее название. В XI веке эта первая часовня была заменена романской церковью. В 1047 году Ламберт II, граф Левинский, и его жена Ода Верденская основали в этой церкви капитул и организовали перевозку в нее мощей мученицы Святой Гудулы, которые до этого хранились в церкви Святого Гагерика на острове Сентября-Жири. В 1072 году церковь была повторно освящена, вероятно, после пожара. В конце XII века к западу от нефа был пристроен романский аванкорпус. В XIII веке Генрих I, герцог Брабантский, приказал пристроить к церкви две круглые башни. Его сын, Генрих II, герцог Брабантский, приказал построить в 1226 году Брабантскую готическую коллегиальную церковь. Хор был построен между 1226 и 1276 годами. Неф и трансепт датируются XIV и XVI веками. Строительство всей церкви заняло около 300 лет. Основная конструкция была завершена как раз перед началом правления императора Карла V в 1519 году. В XVI и XVII веках церковь претерпела несколько изменений, наиболее примечательным из которых было добавление нескольких часовен: часовни Святого Таинства Чуда, часовни Богоматери Избавления и часовни Святой Марии Магдалины. 6 июня 1579 года коллегиальная церковь была разграблена и разрушена протестантами-гёзенами, нищими, а мощи Святой Гудулы были извлечены из земли и рассеяны. В 1790-х годах она также подверглась разграблению и разрушению французскими революционерами, известными как санкюлоты, включая потерю ее оригинального карильона.